Наша любимая Измайлова. Еду на соседнюю станцию, а потом, может быть, забегу и сюда. Ну, так как я был рядом с Измайлово, то я зашел, ну, хотя бы часика-полтора поснимаю. Зато заодно посмотрю, появилось что-то новое за ночь. Как у них там поставки работают у наших продавцов. Скатерть огромная. Можно как штору использовать, даже ложбиночки здесь есть, да, чтобы там продеть что-то. И можно сделать под этим подгибом вот так, и будет шторка. Ну, роскошная, да. 20 тысяч хотят. Но работа тончайшая, мелкая. 1000 рублей. Красавица. Ну, как раз длина шторы. На узкое окно. По краю тоже. По всем краям одинаковая вот история. Да, красота. ЛФЗ чашечки. Вот таких пока еще не встречал. Семья это. Бонни и Клайд. Интересный сюжет, мотив. И, конечно же, красиво. Две пары здесь есть. Кузнецовское блюдечко. 800 рублей. Ну, за 500, говорят, отдают. И понравилась здесь еще тарелочка с Петром. 1000 рублей отдают за 800. Ну, подвесная, да. Ну, видишь, там нету, а иголку менять нельзя, потому что иголку... С парусником тоже. Можно их в паре повесить. Парусником я все-таки достал тарелочку, дотянулся до нее. Подвесная. Германия, кстати. Наверное, и та тоже Германия. Такие диковинные тоже. Две тарелочки здесь стоят со змейками. Ну, по-моему, тоже СССР, да, вот этот значок. Назовем его так. Да, давай добьем. А у него как у ящерицы. Вот оторвался, на следующий. На двери себе гардину, ну, шторы на двери, такие же, как на окнах, когда буду заниматься шторами. Вот, кстати, нашел сегодня здесь из карболита гардина с такими большими крупными кольцами и 400 рублей. Даже прищепки есть, и прищепки, может быть, даже такие. Или это металл уже порыжел, или он все-таки, может быть, латунный. Ну, слушайте, редко встречаются такие. 400 рублей. Вот что, брать, не брать? А что, антуражный такой. Какие там петли? А, здесь вот отломлено. А куда же вешать? За что вешать? Крепежей как таковых нету. Как вешать, непонятно. Странно. Довольная барышня понесла, а стул прикупила. Венский. У меня на той квартире были стол старый квадратный и стулья венские. Так я их в красный цвет покрасил. Но у меня и кухня была красная. И все веселее было. Вот эту всю старину. Таким макаром использовать. Вот. А тут уже у меня покрасивший. Венский, конечно же, я... вот если совсем старенький найти, то да. Блюдо какое хорошее. С такими ракалиями здесь. И, кстати, хороший вариант светильник. Сюжет картины интересный. Это мальчуковую в детскую комнату хорошо, да, оформить. В рамах. Там что-то тоже. Какая-то своя тематика. Господа хорошие. Ну вот это прикольное. Я к тому, что вот кто дизайнеры оформляют квартиры, много вариантов можно найти различных для оформления всех направлений, всех стилей. Как раз таки на блошиных рынках. Зайду к кассе, я купил эти такие пирожные с шоколадом. Не пирожные, такие, короче, штучки хрустящие с шоколадной крошкой. Кофе попью и побегу дальше. Не знает, что я сегодня буду. Здравствуйте, вот тоже наша знакомая. Ось и клиенты там. Королевы, может быть. Денечек хороший, солнечный.
У Аси ваза, которую я не видел. С каменьями. Злато. Он, мужчина, говорит, первый раз в жизни мы культурное время проводим. Кстати, вот смотрите, какие подсвечники тоже интересные. Если бы они были тоже под золото, то можно было сочетать как раз таки с этой вазой. Два очень красивые, видите? Как их назвать, господи, с головы вылетело. Дамы в шляпах. Привет. 30. Вчера Ася мне их показывала, но я их не снял, вот этих малышек. А когда собирали, вчера немножко там помог ей занести коробки. И, короче, они у нас посыпались, но все целые остались. Ну, просто сдвинулось, что. Поднос, они на подносе все стояли, и они такие раз это полегли на бочок. Но ничего, все целенькие. Здесь, смотрите, тоже комплект из шкатулок для кухни, да? Чай, там кофе, все это, вся история. Вот еще вижу у нее новинку. Роскошество царских времен. Какие убранства, гирлянды, цвета. Прелестнейшая картинка. Ну что, кто хочет кофе? Кто предпочитает чай? Кстати, отсюда можно... Отсюда. Сбил сам себя. Ну, в общем, с лепестками роз хочется пить чай из этой чашечки. Исправил ситуацию. Давайте мы в этом панно, в этой тарелке подвесной запечатлим, запомним это лето, весну, яркость вернисажа и покупок, которых вы сделали, и я сделал на вернисаже, наших красивых видео, встреч на Яндекс.Дзене, на Ютубе, на моем. Посмотрите, какая роскошь. Это напротив Аси стол. Впечатлила меня эта тарелочка. Там лежат яички внутри, соломка постелена. Это вот 2 птенца натаскали, да, и скоро у них будет семья. Шляпка вот такая подвесная. Правда, прелесть? Очень красиво. Вкусненько так. Я еще сделаю поярче картинку и, наверное, сделаю это на заставку. Здесь вообще у них всегда много всего интересного. Вот здесь я вам показывал. Ой, пардон. Здесь вам тоже показывал варианты разные. Сейчас, может быть, еще что-то найду. Продолжение вот этих кувшинчиков. У них есть еще и вот такие зеленые уже с розой. 3 размера тоже. Там 3 размера. И здесь 3 размера. Вот 2 и побольше еще одна. Вот такой еще скакун здесь появился, петушок. На петушке, вернее, да? Что это означает, не знаю, но, видимо, какая-то своя история. Бисквит вроде бы, да, как и уже глазурированный. Потому что внизу он не гладкий. Кстати, вот здесь есть вариант вот такой из новинок. По-моему, не снимал. Бордо. 3. Здесь тоже 3. Царский вариант на ножках. Посмотрите, на каких. С листочками. Ваймер. Нет, они стоят там, смотрят. Очень изящная. Видите, какие волны по ней идут. И ручка прекрасная. Хороший вариант, да. Ах, хочется иметь такое в своем буфете. И не помню, этот вроде бы я вам показывал, но заострю внимание еще на нем, пока он стоит. Сегодня сейчас подходили, спрашивали его. Гобелены тоже висят еще пока. Чайник поставил, кофе жду. Чайник поставил, а кофе жду. Ася тут салфеточки постелила. Вот так вот. Деликатным манером. Поэтому стала еще красивше. Спрашивают, почем ножи, какую они цену. И чьи? Франция, да. Спрашивают, чьи. Ася говорит, Франция. Ну и я уже тут поддакиваю. Типа я тут командую. Шучу, конечно.
Также мне еще понравились вот эти парные рамочки здесь. Дополнить вашу кухню с кракелюром. Посмотрите, какая прелесть тоже. Банты на корзинках завязаны. И спелые фрукты. Две их здесь. Напротив Аси. А вот еще что здесь вижу. Тоже милейшество. С мальчишками, с пацанятками. Баночки. Не знаю, под что они такие. И соломка с овечками. Ух ты, какая яйцо. Прекрасная, да, соломка. Так, мальчик, сейчас еще достану, покажу вам. С лошадкой. С трубой, с горном. Что-то в последнее время вот все хорошо. Бронза меня прям притягивает. Посмотрите, какие-то. Это же под часики, да? Да, это подчать. Это очень редкие две штучки. Да. Две вот осталось. А цену скажете нам? Парочка стоит 8 тысяч. 8 тысяч пар, то есть 4 одна. Ну вы их разлучаете, если что, нет? Вы их, если что, разлучаете? Вот за 4 отдам. Угу. Можно. Две, наверное, и не нужно. Ну как бы да. Красотки. То есть вот сюда на крючок вешаешь часики, когда приходишь домой. Круглые. Прелестная вещица. Еще здесь две рамки вижу. Вот таких. Ой, пардон. И уточек вижу парных тоже. Да, конечно же. Вот это мое внимание привлекает вещица. Открывашка. В барочном стиле. А такая? 3000. Угу. А это что? Это что, коняшку чесать? Да? Гриву чесать. У кого коняшки есть? А это не от сонетки? Нет? Нет, совсем нет. Это гаситель для свечей. А я думаю, колокольчик от сонетки. Ага, гаситель для свечи. Рассмотрели? 3 колясочки стоят здесь. 2 побольше, 1 поменьше. Такие милашки. Да, это старые, 40-е года. Крепкий механизм, не отгибается. Ой. Все работает, все прекрасное, сохранность прекрасная. Да, вот так, кстати, интересно. Укутали Я в кружева. салфеточки типа пошла купила для себя. Мне сегодня все хотят купить, я говорю, нет, я себе купила. Ну еще купите себе. Не, я уже купила, пусть будет. 3000 тарелочка с барышней. Так, это у нас что? Весна, цветение. Как она здесь на солнце ярко смотрится. Здесь все веселые, видите, нарядные. Здесь посевная. Курочки ходят. Здесь козочка сидит, отдыхает. Это уже они здесь всходы взошли уже. Все посаженное взошло. Видите, какие разные. Здесь зима. Здесь осень, снопы стоят. Ну что, мне нужно бежать. Я прям сегодня коротенько по делу забежал сюда. С Асей кофе попил и дальше бегу. Одной клиентке она попросила у меня кружечку бордовую найти. Вот я ее нашел, купил. Как раз сегодня она придет, заберет там кое-что еще у меня и кружечку. Сталин. Это что, печать или вышивка? Что это? Шелк. Вышивка машинная. Ой, ну здесь всегда какая-то красота на этом месте. Посмотрите, какие коняшки. Это что, Иван коня на кону остановил. Какие они красивые, я таких никогда не видел. Посмотрите. Расписные. Ну, это в паре нужно их и ставить. Красавцы. О, какие хвосты у них, до гривы, посмотрите. Расписные-то. О, батюшки, какая роскошь. А чьи же это они? Кто это производитель? Здравствуйте. Не знаю, сейчас спрошу. 25 тысяч этот комплект стоит. Я просто не заметил. А здесь еще триптих, к ним конек, горбунок вот стоит.
Это старые вербилки. Ну, прелесть какая невероятная. А здесь шары для боулинга. О, какого боулинга, господи. Ну, вы поняли, для чего вылетело слово. Кей помню, который должен прилагаться к ним. Ну, короче, забыл. Ладно, бегу дальше. Галстучек у нашей доброй знакомой, которую я вот Пути покупал совсем недавно, на прошлой неделе. Она говорит: Иван, заберите, чтобы он не пропал, вам пригодится. Конечно, заберу. Я как-то покупал подобный. Покупал А, ну там другие цвета. Вот этот вот хорошенький, я заберу его. Спасибо большое. Я еще барышню вот такую забрал. С амурами. 300 рублей. А чё, красотка. В своей ложе лежит. Там Паш выглядывает или кто там. Здесь кровать какая-то невероятная. Это с кем она? А, лев там, наверное, лев, да, вот тут вот. У подножья. Подушка с какими кистями. Черевички лежат роскошные. Так, галопом бегу. Ага, галопом бегу. Бабулечка, шикарная картинка, которая тут торгует. Сегодня я быстренько. Все. Еще Ася вспомнила, что она там что-то мне принесла. Я вернулся к ней. Ну вот эта картина, да, мне нравится. Вчера я снимал ее для вас, по-моему, 3000. Я все думаю, вот, может быть, мне вот так вот выйти в прямой эфир и погулять. Хотя это же ответственность, знаете, тут люди по-разному реагируют. И чтобы в просак не попасть, кто-то не любит, что их снимает, кто-то еще чего-то. Наверное, не получится. А так было бы интересно, да, вы бы в прямом эфире со мной вместе гуляли и рассматривали. А еще и вопросы бы задавали. Ну, вот сейчас быстрым шагом, как чего никогда не делал, пройду с быстрым шагом. У вас будет более полная картинка, как это выглядит. Да, и напомню вам, что скоро Тишинка с 21 числа начнется и будет почти неделю. Ну а Тишинка, вы сами знаете, это красота, богатство и роскошь. Так, люди разные здесь ходят, конечно же, на блошином рынке. Федя место, его многие узнают. Вот по этому столбику, на котором я снимаю тут все красоты. Ага. Может, еще чего сегодня меня увлечет здесь. А может, и ничего не увлечет. Ну вот этот пробельчик, он всегда тут мало чего интересного. Тут в основном такие тряпки, как говорится, в простонародье. Угу. Смотрю, некоторых продавцов нету. Я уже знаю, кто где стоит. Не только чем торгует, но и кто где стоит. Вот этот стаканчик меня привлек. Еще вчера внимание я вам не снимал. Ну, не факт, что это капорос. А в какую цену стаканчик? Смотри, какой. Пупырочками. Купорос это нет? А? Или просто я стекло? Не знаю. А в какую цену? Ну, я прошу 800. 800 отдам, бери, пока он в идеале. Да, спасибо. Ну, просто интересно Старый узнать. советский. Если бы знать, что купорос. Чего я там вообще щебетал? Отвлекся и забыл, не помню. А вот, кстати, какой прикольный вот этот кувшинчик зелененький. Какую цену кувшинчик? Кувшинчик какую цену? 1000 рублей. Вторая рука у меня занята картиной, поэтому я не могу вам покрутить, повертеть.